Аньясео и добро пожаловать в мою сеульскую квартиры. Для тех, кто не знает, меня зовут Марина Огнева, и я знаю все про обучение в Корее, особенно про бесплатное и про корейский язык. В Корею я приехала учиться 7 лет назад. Сейчас уже у меня своя школа корейского языка и даже гранты для моих учеников. Сегодня я еще раз покажу вам мой рум-тур, но уже других 2 квартир. Та, где я жила в первой половине года и где я живу сейчас. А почему я переехала с квартиры, которую я вам показывала до этого, суперского лофта в самом центре города по низкой цене? Потому что после выхода моего рум-тура мои дорогие подписчики просто арендовали ту квартиру до конца года, и пришлось вот искать варианты лучше, и я нашла. Тоже лофт, вид просто самый дорогой и шикарный. У меня открывается вид на обе башни, и Намсан, и Lotte-World Tower. Станция Соорёк, вам легко добраться до любого города Кореи, и в принципе по Сеулу очень легко передвигаться. Вот. Лучше я вам покажу, что ж рассказывать. Для начала я покажу вам жилье, где я жила в первой половине 2018 года, то есть этого года. Это станция Шинчон, прямо около станции, лофт верхний, двухэтажный, в принципе все шикарно. Он видовой был с 2 сторон. Правда, конечно, когда температуры не летние, а прохладненькие, было, ну так, знаете, продуваемо. Тот лофт я называю Макдональдс, потому что у меня дома был большой такой знак М Макдональдса, но при этом, слава богу, он не вызывал какого-то вечного желания пойти в Макдональдс. И напоследок, уезжая из этой квартиры, я решила вам ее немножко показать. Это наш вход, живем мы на 7-м этаже. Тут у нас такая мини-кухня, все для умывания, хранения, готовки, вот холодильник. Также, когда вы заходите, вот корейский порог и сразу ванная комната. Ванная комната с отдельной душевой, что уже большой плюс, верно? Вот такой удобный стульчик для полотенец и всяких средств. Далее, это основная часть квартиры. Тут ее столовая часть, телевизор, этот знак Макдональдс, вечно призывающий нас пойти в Макдональдс. Кондиционер. У нас очень высокие потолки, красивая люстра и 2 видовых окна. Правое, 2 дивана также. Правое окно у нас даже есть стульчик, чтобы забраться. Сейчас, погодите. Ой. Правое окно у нас смотрит вон там он Йонсей, улица Шинчон, там район Хонде. Тут у нас парковая зона маленькая. Походим по диванам. А левая часть смотрит туда вот на юг, на реку и на мост, который, к сожалению, не видно. Также в квартире есть 2-й этаж, закуточки. И там у нас, кстати, надо выключить, чтобы этот все же не отапливался. И там у нас спальная зона. Большая, вот такая вот. Это не самое лучшее жилье, которое я снимала с Авито, так как ценник у него был задран. Мебель многое поношенная, покоцанная, это что-то отваливается. Когда мы приехали, ни инструкции нету, ничего, даже пакета для мусора не было, ничего. И так, здрасте, можно было хотя бы это. А теперь, наконец-то, моя нынешняя квартира в районе Сеульского вокзала с видом на Намсан, на американскую военную базу, очень красиво, машинки считать, на Lotte-World Tower, немножко на Мёндон. Вообще, этот американский городок всех пугает, почему-то. Но меня, честно, тоже немножко пугало вначале. Но вот живя сейчас, я даже, наоборот, ощущаю какую-то некую безопасность. Потому что многие думают, что я оттуда, и меня как бы так боятся, больше, чем от того, что я русская. Класс. Вышла из дома, пошла на добычу. Прям в доме есть пёнидёмы, то есть магазины 24 часа, которые продают еду, аптека, также банкомат и некоторые кафешки. Вообще этот район после район Соуль-Йока, то есть главный вокзал Сеула. Также здесь находится вот через дорогу от меня большая американская зона, куда можно зайти только имея паспорт США, либо визу США. В ту сторону Мёндон, Намсан, известный вам башни, видео, про которое я уже снимала. Вот. А тут просто бомж спит. Конечно, на фоне других городов Кореи Сеул просто, вот вы знаете, это вот в него влюбляешься. Но я говорю про более мелкие города.
Здесь есть все виды еды в любое время суток, все виды аптек в любое время дня и ночи. Вот. А я иду в свой любимый Пари-багет сеульский, так как выбор отличается у них по стране, как оказывается. Купить себе на завтрак и купить салатиков. Очень полезная вещь. Я уже почти в корейском стиле. Верх у меня русский, низ у меня корейский. Жарко, лето, ребят. Когда вы выбираете жилье в Корее, либо, допустим, в Сеуле, самый важный параметр, это чтобы хорошая ветка метро, эта станция была рядом с вами, в очень близкой пешей доступности. Тогда вы можете побывать в любых районах Сеула легко и просто и запросто. Я, например, на редкость взяла не свой любимый Синчон, я обычно в Синчоне живу всегда, но так как я показываю вам свое жилье, вы потом его бронируете, мое жилье, и мне там жить негде, вы понимаете? Вы меня выселили из Синчона. Я переехала вот теперь в Соурьёк. Так что решила открывать новые и другие иные районы. Я потеряла Пари-багет, вот он вроде, Сеула. Ой, какой запах. Пошла за нямкой. Захожу в очередной лофт, который я сняла. Зеркальце. Так, сейчас мы разуемся. Не знаем, что и где здесь будет. При такой жаре хочется поскорее кондишн включить. Тут я понимаю, да, шкафы для обуви. Все классический, стандартно. И шкаф для одежки. Вот большие для чемоданов, сумок. Кухонка, туалет. Сейчас мы найдем все включания и выключания. Что включила-то хоть то? Ванну включила. Окей, заходим. Ой, какая хорошая ванна, просторненькая. И отдель душевая. Отлично. И всякие наборчики, запасные. Окей. Дальше пойдемте. Кухонка с барной стоечкой, взглядом на основную часть квартиры. Тут как-то темновато, и я пока не поняла, где освещение. При входе я его не увидела. Вот. Все. Марина нашла свет. Вот кухня. Очень-очень маленькая корейская кухня. Никогда много не делают. Плита сверху. Здесь же стиральная машинка, микроволновка. Чисто места даже порезать особо нету ничего. Симпатичные цветочки. Вот, икеевский. Везде классика. Один и тот же столик будуарный. Так, это, как вы понимаете, зал. Диванчик, журналы, книги, телевизор, Wi-Fi, рабочая зона. Самая классная вещь здесь, это вообще не это вот ради чего я вот эту квартирку и сняла. Вот, понятно, это американская зона, которая находится в США. Мне сейчас не она интересует. Смотрите, у меня намсанчик. И вон там Мёндон. Вид шикарный. Еще бы, конечно, повыше быть. Да, Марина наглая стала. Эта квартира мне очень полезна на данном этапе, так как у меня здесь много спальных мест, и здесь, в принципе, такой большой диван, где я могу собрать своих учеников, когда у них свободное время, или когда им нужно остановиться на пару дней, я могу предложить им, где пожить, вот. Или просто приходишь после долгого рабочего дня, включил кондишн, жара сейчас нереальная, это какое-то рекордное, просто почти 45 постоянно по ощущениям, лег на этот огромный диван, как ты хочешь, включил кондишн, можешь смотреть на башню, она же светится ночью, вечером, либо телевизор, шторочки закрыл, шикарно. Так, окей, глянем наш лофтик. Лофт, корейский классик, это когда у нас на втором этаже, сейчас по лестнице поднимемся, невысокий потолок, и тут вот спальные места, то есть рассчитано на раз, два, 3, 4, 5, 6, на 6 спальных мест. Окей. На этом на сегодня все. Ребята, не забудьте нажать на колокольчик около вашей подписки, чтобы получать уведомления о новых видео. Спасибо вам большое за просмотр. До скорых встреч! Муа!